ностальгические игры нашего детства, или же простым языком, игры, на которых многие выросли. Надеюсь, вы уже поставили свой лайк, хотя бы за то, что я наконец-то выложил новое видео. Всем привет, и Subway Surf, наверное, самая популярная и легендарная на тот момент игра, чем-то похожая на Вектора. Тут вам тоже предстоит убегать от охранника, но с каждым разом игра будет ускоряться, что сделает ваш геймплей сложнее. Также тут можно собирать разные ништяки: ботинки-прыгуны, магнит, удвоитель счета и джетпак. Все эти усиления дадут вам преимущество и немного облегчат игру. Правда, действуют эти усиления секунд 7-10, но вы можете их улучшать, тем самым продлевая их время действия. Аген вас приветствует. Ну и всеми нами любимая игра — это FNAF. Хоррор-игра, где вы играете за охранника пиццерии и вам нужно выжить до 6 часов утра. Но это не так просто. Вам будут мешать 4 аниматроника: Фредди, Бонни, Чика и Фокси. Есть еще и 5-й Золотой Фредди, но они появляются уже к концу игры. Бонни и Чика приходят с левой и с правой сторон. Если увидели кого-то из них, просто закрывайте дверь, через какое-то время он или она уйдет. У Фредди есть две стадии. Первая, когда он приходит с правой стороны. Вторая, когда у вас заканчивается энергия. Он приходит уже с левой стороны, и защититься от него уже никак не получится. Только молиться, что наступит 6 часов утра. Но ловите лайфхак. Просто не двигайте мышкой или не нажимайте пальцами по экрану, и тогда у вас будет все хорошо и прекрасно. Фокси, как и Бонни, приходит с левой стороны. Проверяйте частенько камеру C1. Если Фокси там нет, то закрывайте левую дверь и ждите, пока он постучится. Как только стук прекратится, можете открывать дверь. Ну и Золотой Фредди, последний аниматроник из этой игры, может появиться в 5-х и 6-х ночах. Не только, кстати. Если вдруг вы его увидели, то поднимите и опустите планшет, и он пропадет. Этот аниматроник является галлюцинацией главного героя. И если вы все-таки словите его скример, то у вас попросту вылетит игра. Всего во FNAF 6 ночей и 7-я дополнительная, так что тут есть много интересных секретов, пасхалок, отсылающих на другие части FNAF. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, Элит. Если это не вставить, то вообще я обязуюсь, тогда подписывайтесь на мой канал и... Да. Всем здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Закмал. Если вы являетесь олдом и умеете пользоваться интернетом, то должны и просто обязаны знать или хотя бы помнить такую игру, как Вектор. Геймплей игры простой. Вы будете играть за бывшего охранника офиса, и вам предстоит сбежать от них, паркурить по зданию, выполнять различные трюки. Также за вами будет гнаться другой охранник, что сделает вашу игру еще сложнее. Если он поймает вас, то вырубит вас шокером, и вы проиграете. Поэтому старайтесь не попасться. Также тут есть разные локации, и всего их 3. Офисный район, стройплощадка и технопарк. Еще есть дополнительные уровни, но их нужно покупать за донат. Ну и финальная игра на сегодня будет Angry Birds. По-любому каждый из вас играл в нее. У Rovio Entertainment, разработчиков Angry Birds, много игр про птиц. Особенно мне запомнились игры, такие как Angry Birds Go, Angry Birds Epic, Angry Birds Star Wars и Angry Birds Transformers. Жаль, что их уже давно закрыли. Хотя Transformers вроде все еще обновляется. Но если вкратце, первое просто гонки, где вы должны участвовать в разных испытаниях, таких как гонки, взрыв времени, давка фруктов, 1 на 1, и самое интересное — это гонка против боссов. Боссами могут быть как птицы, так и свиньи. Здесь есть 5 локаций. Каждый из них по 3 разных уровня. Первые 2. Первая локация обычная, самая легкая. Вторая уже посложнее и немного длиннее. Третья зимняя локация. Из-за места боссов там будут ворота. Это будет что-то похожее на взрыв времени. Нужно проехать за определенное время через ворота. Четвертая летающая локация, где вы будете очень часто парить в воздухе. Ну и пятая, финальная. Самая быстрая и сложная локация. Также тут есть и дополнительные уровни. Дженга и ежедневные и еженедельные турниры. Angry Birds Epic. Средневековая RPG с сюжетом, где на протяжении всей игры вам предстоит драться со свиньями. Играть вы будете за Реда рыцаря, Чака мага, Матильду лекаря, Бомба пирата и Синюю троицу лучников. Также тут есть арена Стернса, но это уже не сюжетная часть, а просто дополнительная. У каждой из птиц будут разные классы, покупка которых будет открываться во время прохождения.
Ну, либо вы можете сразу купить донатерские классы, чтобы, так скажем, очень сильно упростить себе жизнь. Как говорится, донат решает все проблемы. Перед вами будут находиться острова, на которых будет куча уровней. Также вам будут попадаться как башни с боссами, так и подземелья. После того, как вы пройдете сюжетку, откроются пещеры, которые являются уже просто дополнением. Angry Birds Star Wars – игра, где нужно так же, как и в оригинале, запускать птиц из рогатки и уничтожать здания свиней. Эх, ностальгия, верните 2009 год. Отличием является то, что у птиц есть разные способности. Отталкивание, замах световым мечом, стрельба из пистолета и разные другие. Птицы же будут представлены в виде персонажей из Звездных войн. Действия игры же будут происходить по сюжету 6 фильмов. В Angry Birds Star Wars 2 можно даже поиграть за свиней. Ну и Angry Birds Transformers. Тоже игра по мотивам сериалов и фильмов. Играть вы будете за разных птицеботов, либо же свинептиконов. Также во время прохождения вы будете открывать новых автоботов. Чем больше играете, тем больше откроете. Ну а вместо того, чтобы стрелять из рогатки, вы будете просто бегать и уничтожать здания. Ну а теперь подытожим. Я бы очень хотел вернуться в те годы, когда было много подобных игр, потому что сейчас уже такого не делают. Жаль, что такие игры многие забывают, ведь они подарили нам всем детство.